Мы, короче, идем по поселку, на окраину поселка. И там, ну, достаточно диковатые такие места прикольные. И там речушка есть, которой, по сути, на карте нету. Короче, интересные, красивые места. И мы сегодня по ним прогуляемся. И я думаю, будет прикольно и интересно. По изначальному маршруту пройти не получилось. Уперлись в частную собственность, в заборы. И свернули на другую дорогу. Там по спутниковой карте как будто бы речка была. Дорога идет через лес. Виды красивые вообще, шикарные. Домов никаких рядом нет. Выглядит очень прикольно, как будто прям дикие места. И неожиданно встречаем мужичка, который идет нам навстречу. Поздоровались, видим, что у него вопрос в глазах, как и у нас вопрос в глазах, откуда он взялся. Вот, начинаем что-то пытаться говорить, объяснить ему, что мы к реке идем. Он нам что-то на испанском рассказывает. Я ничего понять не могу. Я уже начинаю немножко злиться, потому что, ну, как бы я ж не на частной территории, я хочу пройти к этому водопаду, там, к этой речке. А он что-то мне объясняет, я не пойму что. И мы вот так стоим, как бы я говорю, что я хочу, а он мне что-то объясняет. Я говорю, нам нельзя, а он не говорит, что нам нельзя. Короче, стоим, бодаемся, в итоге он махнул рукой, типа, пошли за мной. Ну и мы пошли за ним. Оказалось, что в лесу, в дебрях стоит маленький домик, там он из глины, из досок, еще из чего-то, в общем, и он там живет. Я думал, что он типа лесничего от муниципала присматривает за землей. Он объяснял, что я присматриваю. Я думал, что он от муниципалитета там. Оказалось, что он не от муниципалитета. Оказалось, что он представитель древних народов камичингонгов. Вот у них эта земля, там 60 гектаров земли. На ней там стоит несколько домиков. И, в общем, я не знаю, куда он шел, по каким своим делам. Но он вот любезно развернулся, пошел с нами, проводил нас в живописное место. В общем, получается, изменил свои планы. И мы вот так познакомились с ним. Так получилось, что в первый день мы устроили с ним пикничок. Вот за знакомство у нас с собой был паштет, кипяток, он маты принес с собой. Но мы обменялись телефонами и договорились встретиться еще в следующий раз. Поэтому в этом видео две части нашей встречи. И во второй части мы уже пойдем в коммуну и будем жарить мясо. Короче, у нас две баночки паштета, и мы наделали такую гору бутриков. Вот, у нас еще есть термос с горячей водой, печеньки домашние Надя пекет теперь периодически. И мы вот сделали, и этот чувак Маврисио сказал, сейчас он принесет маты. У нас маты нет, у нас есть чай. Он рассказал, что этот дом построил сам из грязи, ну, глины, камней, палок, видимо. И здесь живет и следит, короче, за окружающей средой, чтобы мусора не было. Он там живет с кошкой. Говорит, что пум видел. Говорит, что он здесь видел пум. Это можно есть. Прикольно. По Франции? У него мама из Франции. Вот эту кружку он сделал сам из керамики. Он занимается керамикой. И очень прикольно.
сейчас будем пить. Надя прям вообще очень хочет. Так, пьем. Говорит, 4 дня его тут не было, поэтому он сейчас ему пришлось расчищать. Слушай, ну да, так-то вообще чистенький ручей стал после того, как он почистил. Надя говорит, всегда такую воду пила. Ну вообще да, я пила, когда Всегда в лесу такую воду да, пила. когда свою это. Всю жизнь жила в лесу и пила такую воду. ¿Cómo se llama? Palo amarillo. Палео amarillo. Palo amarillo. Палео amarillo. Лайкис, если упадешь, будет хороший контент. Y caí al agua. Там все в колючках. Вот шланг с водой. Вода качается. Здесь вода качается для мытья посуды, для ванной. А там, где мы пили воду, там вот питьевую он себе набирает из ручейка. Si no lo vemos, no pasa nada. Сегодня второй день или вторая часть нашего видео. И мы опять идем к Маурисио. Уже неделя, наверное, прошла или около того, или 2. Будем сегодня жарить у него осада. Выглядит огромная лошадь. Смотрите, 2 недели прошло, а уже такой осенний вид. Ну и погода сегодня соответствующая. Община Тикас – это официально признанная с 2009 года организация, представляющая коренное население камичингонгов, одно из древнейших народов провинции Кордоба. Община имеет юридический статус и активно участвует в культурной и социальной жизни региона. Камичингоны традиционно населяли горные районы Сьеррас-де-Кордоба и Сьеррас-де-Сан-Луис. Сегодня община Тикас занимается восстановлением и сохранением своей культурной идентичности, включая язык, обряды и традиционные ремесла. Они также стремятся к защите своих прав на землю и природные ресурсы, что особенно актуально в условиях современного развития региона. Община Тикас активно участвует в культурных мероприятиях, организует мастер-классы по традиционным ремеслам и проводит образовательные программы для местного населения. Они также сотрудничают с другими организациями и учреждениями для продвижения своих инициатив и защиты прав коренных народов. Короче, мы вроде пришли, но, конечно, запутались. Hola. ¿Está bien? Está bien. Pase nomás. В общем, это место коммуны. Тоже вот домик из глины. Están... Todavía no cociné. Están crudas. Están en el proceso. Todavía no tiene el acabado. No comprendo. Pero... Форма. Esto. No, Ujú. esto no. Esto con la mano. Ух ты. Piecito, diferenciar. En las ciudades, o en este concepto de ciudad y civilización, y a este espacio, así como está, ya es lindo, pero todavía no está terminado. Falta... Вот такие кружечки делаются. Это Прикольной глазурью Вот уже это покрыты да. с рисунками. Лео ушел за питьевой водой.
вот этот парень, он из Буэнос-Айреса, сказал, путешествует. И живет где-то здесь в палатке. И ушел за водой, а вода находится там, где мы в прошлый раз, когда были, пили там, ну, из земли родник. И получается, что у них на 60 гектаров это единственный источник чистой воды питьевой. И они им пользуются. А так они, получается, собирают дождевую воду для какого-то, ну, такого использования. А там берут питьевую. Смотрите, какая красивая осень. Там вдалеке желтые деревья. Это его пикап, но он не работает. Что-то там с двигателем произошло. Очень жаль, конечно, что такой пикап не работает. Ого, куда-то мы вглубь идем. Ого. Вот интересно, он прям мелкими палочками. Там угли вообще из палочек. Вот на ветках все это приготовлено, достаточно на мелких. И мясо прям сок выделился, много сока. Он полил соком мясо. Ratito. Угу. О, О, Así que hago la это такие стаканчики из стекла. Привет. спасибо. Спасибо. No. Холодно. Frío. Холодно. Учим Маурисио русскому языку. Aprendemos Маурисио ruso idioma. Скоро у нас уже мясо сготовится. Кактус. А тут Кактус. En Rusia crocodil, en español cocodrilo. cocodrilo. Quequedril. Как- Quequedril. Cocodril. Quequedril. И. О, Y. eso bien palabra. Una Y. palabra con y. И. Y. Репетируем, половник. Palopnik. Palopnik. También тоже. También toya. Sí. También toya. Oh, difícil. Difícil. Руса дифисель. Ух ты, дождик собирается. Adentro. Собирается дождик, а мы тут уже всю посуду принесли. Угу. Я не знаю, правильно ли мы сейчас поняли друг друга, но они говорят, что у них распространен русский салат оливье в семье. Готовят их. En familia, ¿sí? Popular ruso salado. En fiesta, en la festividad. Энсалада руса оливье. Alivia. Оливье. Оливье. Репетируем. ¿Cuándo les llevan la casilla que compraron allá a Molinari? Y este es mapuche. Mapuche.
La idea es esa. Прикольно. А esa qué? То есть прийти к нему домой, приготовить мясо, посидеть, пообщаться на испанском. Как они вкусно все приготовили, как они нас вкусно накормили. Маурисио пожарил мясо вообще с кайфом. Лео приготовил, он вегетарианец, он приготовил просто офигенное овощное рагу. Там картошка, морковка, кукуруза, прям просто он качан взял, я не знаю, что он с ней делал. И баклажан. Короче, офигенно посидели. Лео говорит, мне, говорит, Достоевский нравится. Но мы зато, оказывается, вместе Буковского читали. Вот, то есть Буковского знает тоже. И типа он достаточно, ну, как будто популярный здесь. В общем, так. Даже, блин, о чем-то даже поговорили. Офигенно посидели. Они русский салат делают, когда собираются с семьей. Лео делает русский салат, оливье, только без колбасы. И они вот готовят его. Семейный салат. На типа, Рождество. На Рождество. Как русский салат. Называется он у них русский салат. Да, говорит, как у вас русский салат называется? С майонезом, колбасой, картошкой Горошком. и горошком, да. Получилось прикольно. А сзади, гляньте, какая тачка.